Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон Муравьев, а мы на проспекте Мира 150. И сегодня у нас обзор на автомобиль, который окажется в прокате компании Яхты на колесах. Это элитный автомобиль, это впервые в истории компании Hummer Tramp 680. Само слово Hummer уже говорит за себя, по идее здесь даже нечего добавить, но мы все-таки постараемся в этом обзоре что-то об этом сказать. Давайте начнем с того, что это Mercedes. Тут множество всяких опций, в основном это какие-то больше эстетические вещи, то есть понятно, что технически между спринтером и Ducato, нет какой-то фундаментальной разницы, но есть куча разных мелочей. И это выражается в том, что в принципе, если вы привыкли ездить в машинах бизнес-класса, то вам здесь все будет более привычно и узнаваемо. Здесь у нас будет бесключевой доступ, то есть мы просто нажимаем кнопку, у нас заводится двигатель, как это как раз таки бывает в машинах такого класса. На руле у нас есть сенсорные кнопки, которыми мы можем управлять мультимедийной панелью. Они тоже сенсорные. Здесь же у нас есть спид-лимит, режим удержания полосы, адаптивный круиз-контроль, то есть такой упрощенный автопилот. Но также мультимедийная панель у нас может пролистываться вручную, на экране, то есть экран сенсорный. Здесь есть встроенная навигация, русифицированная полностью. Здесь загружены российские карты, и вот мы даже если приближаем, видим здесь в 3D гостиницу «Космос», где мы сейчас, собственно говоря, и находимся. 9-ступенчатая коробка автомат переключается на руле, вот такая небольшая ручечка. Если вы ездили на легковых Мерседесах, то вы наверняка такое же встречали. Яхты на колесах заказали в этот автодом ряд очень приятных опций. Например, вот есть камера заднего вида. То есть, если у вас нет навыков вождения таких больших машин, автодомов, с камерой вы без проблем справитесь, например, с парковкой. Автодом рассчитан на 5 путешественников, то есть у нас здесь есть 5 ремней безопасности и 5 спальных мест. Конечно, если вы выбираете машину такого класса, вряд ли вы будете путешествовать впятером, потому что это не всегда комфортно, но возможность такая есть. 2 человека, 2 ремня у нас есть здесь, то есть сидят люди по ходу движения. 2 человека сидят в кабине на этих креслах, и еще 5-е место оборудуется здесь, спиной, то есть против хода движения. Спальные места. Оборудуется спальное место одно вот в этой зоне, опускается стол, и здесь у нас получается спальное место. Опускаемая кровать, еще 2 места и 2 места в основной спальне. Столовая может показаться достаточно компактной, это на самом деле так и есть, но благодаря поворотным креслам, дополнительному месту с правой стороны от меня сейчас и этому диванчику, 5 человек здесь разместятся абсолютно точно комфортно. Я думаю, даже можно разместить 6, но это уже будет тесновато за небольшим столом. Стол, кстати, у нас передвигается, если надо, ближе сюда, в зависимости от того, сколько человек село и как вам будет удобно. Следующая приятная опция, уже установлен телевизор на поворотном кронштейне, то есть мы можем его развернуть в любом необходимом нам направлении. Над телевизором у нас расположилась панель управления печкой Truma, и также у нас здесь пульт управления всеми системами жизнеобеспечения автодома. Например, сейчас мы можем видеть, что автодом подключен к сети. Опускаемая кровать, поскольку это Hummer, разумеется, у нас электрическая. Хочу обратить, кстати, ваше внимание, опускается она очень быстро, никаких задержек в этом нет. Выйти из помещения, конечно же, легко не получится, она перегораживает проход, но если нагнуться, пройти возможно. Наверху что мы найдем? Мы найдем фонарики. У нас они есть на кровати, вот здесь в изголовье, но мало того, над кабиной есть полочки, которыми вы сможете воспользоваться, если спите здесь, и еще фонарики такие гибкие, и у них есть USB-розетки, то есть если вы спите здесь, у вас будет еще 2 фонарика и USB-розетки. Кухня, плита 3 огня, газовая, наверху есть небольшой шкафчик, также есть мойка, соответственно, с вот такой вставной панелькой, чтобы увеличить рабочую поверхность, если мойка вам в данный момент не нужна. Ниже у нас есть ящики, шкафчики. Кстати, здесь у нас включается, отключается свет. Есть основная подсветка и дополнительная, которая подсвечивает фасады. Ящичек один для вилок, ложек. Чуть так аналогичный, но без какой-либо вставки. И чуть побольше внизу, и в нем есть еще маленькое мусорное ведро для кухни. Есть еще и мусорное ведро на двери. То есть это очень удобно, что если вы пользуетесь на кухне, вам только это ведро, допустим, понадобится. Но есть еще и общее. Максимальная нагрузка на ящики 15 килограмм, все они с доводчиками и автоматически фиксируются. Есть еще шкафчик сбоку, здесь просто 2 достаточно вместительные полки.
Холодильник расположен с противоположной стороны. Тедфорд холодильник у нас компрессорный. То есть он не работает от газа, но гораздо эффективнее себя ведет при перепадах температуры, при высокой температуре, гораздо быстрее охлаждается и держит температуру. По сути, это такой же холодильник, как стоит у вас дома, поэтому он и работает только от электричества. Наверху есть еще достаточно вместительная полочка. Я бы сюда поставил, например, микроволновку. Во всем автодоме у нас есть теплый двойной пол. В нем расположились баки. Это бак с чистой водой, его объем 180 литров. Обратите внимание, это достаточно много. Бак сточных вод 150 литров. И, кстати, не сказал про топливный бак, дизельный 92 литра. Плавно движемся в основное жилое пространство и при входе видим небольшой такой гардероб. Точнее, не то чтобы прям гардероб, скажем так, небольшая вешалка. Сейчас покажу для наглядности. Вот такого размера у нас палочка, которая прячется в этой нише. И сюда, можно поместить там 2-3 вешалки, в зависимости от того, что вы повесите. И выше, и ниже есть еще просто небольшая такая ниша, полочка. Ну и 2 крючочка при входе. Самое главное — вход. Вот это основное жилое пространство, где расположился санузел, душ и основная спальня, у нас полностью перекрывается от остального пространства жесткой дверью. Душ. Убираем деревянный поддон внизу, он нужен для того, чтобы не пачкать и не затирать пластиковое покрытие кабинки, но когда вы моетесь, нельзя его здесь оставлять, да у вас и не получится, потому что дверки просто не закроются. Заходим внутрь, пробуем. Все, получилась отдельная душевая кабина. Если же вы не какой-то огромной большой комплекции, то в принципе вам здесь будет более чем комфортно. Ну, если же все-таки вы покрупнее, чем я, значительно, то придется немножко потесниться, но это нормально, вы все-таки находитесь в каких-то походных условиях. Для этого класса автодомов вы не встретите каких-то гигантских прямо душевых кабин. Естественно, он отдельный, туалет у нас отдельный, и мы в него сейчас с вами и переходим. Для этого мы открываем дверь, разграничиваем пространство. Нет, мы можем ее, конечно, и закрыть, и остаться чисто в туалете, но если нам нет такой необходимости, то у нас здесь вообще очень много места. Что мы видим в туалете? Да, в принципе, ничего необычного, просто все аккуратно, стильно сделано. Туалет Тедфорд с электросмывом, аккуратная раковина в углу из очень приятного, достаточно твердого пластика, небольшой шкафчик, в нем есть резиночки для фиксации всего, что вы туда поставите, чтобы в дороге все это не болталось, и большое зеркало с подсветкой. Здесь можно видеть себя даже практически в полный рост, если отойти чуть подальше в сторону душевой. Спальня. Слева от меня под кроватью за этой дверкой мы видим просто шкафчик для вещей, естественно, с подсветкой. Но вот с правой стороны у нас уже идет основной гардероб, и у него мы можем еще вот так вверх поднять само спальное место и получить удобный доступ, положить что-то габаритное, или же удобно повесить вещи и обратно опустить эту верхнюю часть. В ступеньках мы тоже периодически видим место для хранения вещей, но не в данном случае. Здесь у нас спряталась вот такая интересная лесенка, и если же вам тяжело подниматься на кровать, на высокую, без ее помощи, то вот есть такая лесенка, ступенька, то есть не нужно какую-то приставную штуку где-то тут, чтобы она болталась, валялась. У нас вот она раскладывается из ступеньки. Опускаем, все, нормальная лестница на кровать. Сама кровать, конечно же, перекрывается шторкой для дополнительного уюта. Здесь у нас, по сути, 2 раздельных просторных кровати. Слева, справа абсолютно симметрично сделаны шкафчики дополнительные, окошки, естественно, со шторками, москитными сетками. В изголовье тоже есть шкафчики, все абсолютно симметрично, светильники, и есть и розетка 220 вольт, и 2 USB розетки. Но есть и то, что не симметрично. С этой стороны вы найдете еще небольшую палочку, чтобы повесить как раз-таки опять рубашку или что-то такого гардеробного плана, если все-таки не хочется лезть под кровать. Но кровать у нас может превратиться в единую, то есть не раздельную. Мы вставляем вот эту панель посередине, где сейчас мои ноги. Надо помнить о том, что нагрузка не должна превышать 80 килограмм на нее, чтобы она не сломалась. Вставляем дополнительную подушку. И у нас получается одна огромная двуспальная кровать. Но в принципе, если вдруг вам надо разместить все-таки больше людей, наверное, здесь можно разместиться и втроем, если не стесняетесь, конечно. Входная дверь у нас с мусорным ведром, оно из мягкого пластика, греметь на ходу не должно. Также установлен опционально дополнительный замок. Ну и, конечно же, есть окошко со шторкой. Далее идет лючок, в котором у нас спряталась кассета биотуалета Тедфорд. Ну и подключение к сети 220 вольт, как сейчас у нас, собственно говоря, и подключено. Багажник у нас большой, просторный,
максимальная нагрузка 450 килограмм, ну то есть представляете, практически полтонны вы можете загрузить сюда, и все будет комфортно, не будет дисбаланса, это предусмотрено производителем. В остальном ничего необычного, лежит специальный коврик уже, также опционально, чтобы не царапать пол. Стоят коробки, это здесь все лежит, дополнительные какие-то комплектующие, лесенка. В остальном все весьма просто, багажник отапливаемый, есть фонарики с двух сторон, естественно багажник сквозной, и с другой стороны просто у нас маленький лючок, и вот есть такой газ-лифт, чтобы дверь плавно открывалась и закрывалась. Здесь же у нас лежит как раз кресло, благодаря которому у нас и получается 5 пассажирских мест в движении с ремнем. Также опционально яхты на колесах заказали сюда фаркоп Алка. То есть прямо этим автодомом, уже вот взяв его, можно, например, буксировать какой-то прицеп с мотоциклом или даже еще один прицеп, жилой кемпер. По левому борту у нас как раз вторая дверь багажника, небольшая, который сказал. Дальше лючок. Казалось бы, очень похож на лючок, за которым прячется кассета, но нет. Здесь у нас прячется печка. Трума дизель. То есть дизельная печка питается из общего бака, на котором едет, собственно говоря, и сам автомобиль. Как уже сказал, дизельный бак 92 литра, а это выпускное отверстие от печки. Далее у нас идет газовый отсек как раз. Почему как раз? Потому что здесь очень маленький баллон ставится и не используется у нас, по сути, газ ни для чего, кроме плиты. Холодильник работает компрессорный от электричества, а печка от дизеля. Что главное можно сказать по итогу? Это сенсация. Впервые в прокатном парке элитный автодом. Это стало возможно благодаря тому, что на Hummer сейчас хорошие скидки, и яхты на колесах смогли приобрести этот автодом в прокатный парк. Ну, а вы можете достаточно выгодно приобрести его себе. Кстати, уже сейчас можно посмотреть подробный обзор на этот автодом на канале Леса рулит, ссылочка в описании. Пишите в комментариях ваши мысли о том, что этот автодом оказался в прокатном парке, хотели бы вы его взять в аренду, и вообще, что вам больше нравится, Fiat Ducato или Mercedes, что считаете целесообразным. Давайте обсудим в комментариях. Про цены ничего здесь не говорю, потому что они меняются в зависимости от сезона, в случае с прокатом, на продажу в зависимости от того, какие цены дают заводы, поэтому все ссылки в описании, переходите и смотрите актуальную цену. Меня зовут Антон, а вы на канале Яхты на колесах. До новых встреч, пока!